Итак, друзья, ну что ж, всем добро пожаловать во Вьетнам, добро пожаловать в новый сезон в Nha Trang. Мы с вами сегодня в серии отправимся и в сам Nha Trang, посмотрим пляжи, плюс мы с вами сегодня сгоняем еще и на экскурсии. Поэтому впереди нас ждет еще и Да Нанг. В следующих сериях мы переедем с вами в Да Нанг. Поэтому вы еще, если не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забывайте про пальчики вверх. Ну и погнали смотреть яркую, сочную серию про Вьетнам, про Nha Trang. В этом выпуске мы с вами отправимся на один из самых популярных курортов во Вьетнаме, в Nha Trang. Именно сюда едет больше всего туристов за пляжным отдыхом. Отдых во Вьетнаме привлекает множество туристов своими доступными ценами, а цены на жилье и еду здесь раза в 2 ниже, чем в том же Таиланде. Теплым климатом, разнообразной природой, от великолепных пляжей до гор и рисовых террас, интересной культурой, наличием большого количества грандиозных парков развлечений, большим выбором вкусной и недорогой еды и морепродуктов. Одним словом, Вьетнам однозначно достоин внимания любителей путешествий. Ну что ж, погнали смотреть яркую серию про Вьетнам, про Nha Trang. Итак, друзья, ну что ж, добро пожаловать в Nha Trang, и стартуем мы с вами выпуск с главной площади, где на заднем фоне у меня виднеется башня Лотос. Да, у некоторых, возможно, вопрос, а почему здесь написано Welcome to Nha Trang, а мы говорим Nha Trang? А потому что буква, вот эти сочетания ТР во вьетнамском языке читаются как Че, получается Nha Trang. Ну а мы с вами выходим на пляж. Мы находимся с вами на главной площади. Здесь часто концерты, там какую-то вот площадку сейчас организовывают. В общем, вам видов немножечко со стороны, но наша основная задача сейчас выйти на пляж. Там вдалеке у нас виднеется легендарный Вин Перл. В следующих выпусках мы обязательно на него сгоняем, парк развлечений. Плюс мы с вами съездим в Далат. И плюс мы с вами переедем в другой регион, который называется Да Нанг. Я там никогда не был. Туда на самолете, соответственно, улетим через несколько выпусков. Поэтому подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Да, ну а что же из себя представляет курорт Nha Trang? Это, наверное, один из самых популярных курортов во Вьетнаме. Пожалуй, наверное, можно выделить Nha Trang, Phu Quoc, Mui Ne и Да Нанг. Наверное, 4 самых крупных курортных места. Ну, Phu Quoc — это остров. Вот, но что же из себя представляет Nha Trang? Это такой городской, по сути, пляжный отдых. Чем-то мне он напоминает формат отдыха в Паттайе. Но, скажу так, ну, за счет того, что здесь отели, небоскребы какие-то. Здесь даже вчера с девчонками разговаривал. Говорю, почему, за что любите Nha Trang? Потому что напоминает Дубай. Представляете? Потому что напоминает пляжи Дубая. Вот кому напоминает Дубай? Не, ну опять же, то, что среди каких-то небоскребов все это находится, может быть, чем-то Дубай и напоминает. Вот. Ну а Паттайю тоже напоминает, потому что городской, по сути, отдых. Здесь у нас и город, и отели. Это все вот отели. В одном из них я, кстати, и живу. Скоро мы туда в него перейдем. Покажу номер, расскажу, сколько стоит. А цена отдыха во Вьетнаме очень сильно радует. Раза в 2 дешевле, чем Таиланд. Так вот, здесь в чем плюс? В том, что здесь пляжи лучше, чем в Паттайе. Хотя и формат чем-то напоминает. Но пляжи здесь можно хотя бы купаться. Здесь прозрачная вода. Сейчас мы с вами вправо туда вообще уйдем. Там вообще шикарные пляжи. Там нет волн. Здесь вот волны. Чем больше влево, тем больше волны. Чем больше вправо, тем вообще меньше волн. Там вообще их практически нет. Ну, в общем, вот такие у нас здесь пейзажи на главном пляже Nha Trang. Вьетнам расположен в Юго-Восточной Азии и граничит с Китаем, Лаосом и Камбоджей. Население почти 100 миллионов человек. Вьетнам является социалистической республикой, столица Ханой, а второй по значимости мегаполис Хошимин, бывший Сайгон. Для граждан России, Беларуси и Казахстана разрешен безвизовый въезд во Вьетнам на срок до 45 дней. Во Вьетнам из России и Казахстана есть прямые рейсы регулярными авиалиниями. Из Москвы, например, лететь 9,5 часов. А также с мая из России в Nha Trang начинают летать несколько раз в неделю и чартерные рейсы. Так, а здесь на пляже прям готовят лобстеров. Прикиньте, лобстеры, креветки.
How much? How much lobster? 150. 150. 150 тысяч донгов. Это чуть больше, чем 5. Это $6 где-то. И тетенька положила и пошла. За $6 лобстер, ребята, как вам? Мне кажется, это самый дешевый лобстер вообще. Но там он маленький совсем, он почти как креветка. Вот, и вечером с вами прогуляемся, на морские рынки всякие рыбные сходим с морепродуктами, посмотрим, сколько там это будет все стоить. Но на пляже за $6 лобстера съесть. Вы ели где-нибудь за $6 лобстера? Скажу так, что во Вьетнаме одни из самых низких цен на морепродукты. Поэтому будем пробовать, будем смотреть. Так, ну а пляж выглядит, собственно, таким образом. Песок горячий, я иду в шлепках, босиком по нему идти, я чувствую прям горячо. Вот мне песок попадает в шлепки не белоснежный, не Мальдивы, конечно. Вот, но тоже классно, цвет воды клевый, небольшие сегодня вот какие-то волны есть. Сейчас мы с вами пойдем купаться в ту часть. Вот, ну а возле лотоса, собственно, наверное, самая центральная часть. Больше всего обычно людей в этой части. Ну вот шезлонги, кстати, стоят 100 тысяч донгов. Это примерно $4 с человека. Вот, в общем, за шезлонг. Ну и в чем плюс еще этой Нячанга? В том, что здесь куча высажена пальмы. Посмотрите, а я пальмы люблю. Пальмы, 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 пальмы. Но, конечно, на фоне все это небоскребов. Вот, но необычный колоритный вид. Ребят, пишите в комментариях, как вам такие виды. Да, ну а перед тем, как пойти покупаться в той части, я предлагаю на 1 минутку вернуться в аэропорт. Я покажу, как я сюда прилетал. А прилетал я с пересадкой через Сайгон, ну, Хошимин нынешний. И там был супер невероятный бизнес-зал, в котором можно попробовать было практически все национальные блюда Вьетнама. Поэтому давайте туда переместимся. Наверное, ради бизнес-зала в Хошимине я и записал тот фрагмент. Так что давайте переместимся в аэропорт и потом обратно вернемся сюда. Итак, друзья, ну что, добро пожаловать в Нячанг. Добро пожаловать в аэропорт Cam Ranh. Называется аэропорт не Нячанг, а называется Cam Ranh. Вот, собственно, выглядит таким образом. Я сюда прилетел с пересадкой через Сайгон, через Хошимин. Какие требования? Россиянам просто по печати, по штампу. Никакой визы не нужно. 45 дней можно находиться по штампу. И давайте я сейчас покажу вам бизнес-зал в Хошимине, потому что он стоит отдельного внимания. Давайте немножко переместимся туда, ну и продолжим изучать Нячанг. Да, друзья, ну и еще хочу показать вам бизнес-зал в Хошимине. Меня он сильно удивил. Главное, что здесь подают, это, разумеется, фобо. Здесь, смотрите, такие тарелочки, фобо. Здесь уже заготовки. Берешь, наливаешь сюда себе бульон, бурлящий, кипящий. Ух ты, даже запотела камера. Короче, разбавляешь себе фубошечку, плюс здесь куча всяких различных других блюд, даже картошка есть, курица жареная всякая, но здесь очень уникальный продукт, сейчас мы до него с вами дойдем, покажу, здесь рыба, лапша какая-то и так далее. Но вот главное чудо, которое я хочу вам показать, это вот это блюдо. Как вы думаете, что это такое? Кажется, что это говядина, да, какая-то, или курица, или свинина, но это джекфрут, это стейки джекфрута. Смотрите, как оно выглядит. Похоже очень на говядину по виду, но по вкусу напоминает мясо, напоминает какую-то курицу. Вот я впервые в жизни такое пробую. Вот написано Йонг джекфрут. Собственно, впервые попробовал. На самом деле вкусно и необычно. Так что веганы, я думаю, вместо говядины могут есть, ну, всякие грибочки, рис. Но еще что примечательно, здесь есть драгонфруты. Драгонфруты закрываем, кто-то не закрыл за собой. Всякие маракуйи, плюс там вино, плюс пиво, плюс соки всякие различные, плюс сладости с той стороны всякие, салаты и прочее. В общем, бизнес-зал очень порадовал. Первым делом, это вот вы прилетаете, обязательно пробуйте фобо. Это прям, конечно, топчик. Есть всякие вот начинки здесь, которыми можно дополнить этот фобо. Да, друзья, ну это шикарная возможность прямо
только прилететь и сразу попробовать фобошечку. Даже во Вьетнам же можно не прилетать, можно с пересадкой куда-то в другую страну лететь, поэтому через Сайгон, через Хошимин рекомендую слетать. Поэтому мы с вами прямо сейчас сразу с пылу, с жару только, еще даже не прилетели, я еще не приземлился в конечный пункт, куда лечу, но уже можно отведать фобошечку. Вот, ребята, пишите в комментариях, какие блюда во Вьетнаме вы посоветуете, потому что, наверное, ну, самые известные, самые популярные блюда, это, разумеется, суп фобо. Здесь готовят его очень вкусно. Ну, чтобы вы понимали, во Вьетнаме это как в Таиланде том-ям и том-ка. Это просто... Реально офигенный. Очень вкусный. Нажористый бульон. Вкусные всякие травки, вот эти муравки придают невероятный вкус и аромат. Ну и давайте с вами задегустируем джекфрут. Вот смотрите, кто бы сказал, что это жареный фрукт, ребята, это жареный фрукт, джекфрут. Я его ел сладкий, а тут сейчас будем пробовать с вами жареный джекфрут. Кто пробовал, напишите, я впервые в жизни буду пробовать. Слушайте, реально как будто курица. То есть она визуально на говядину похожа, но по факту какая-то то ли смесь капусты с курицей. Как будто ешь качан капусты, но с привкусом немножечко курицы какой-то. Ну, необычно. Не скажу, что это супер вау, но это очень необычно. Так что рекомендую попробовать. Да, друзья, а если вы также хотите посещать бизнес-залы по всему миру бесплатно, то ссылочку я оставляю в описании на оформление карты. Оформляйте карту, и можно посещать по всему миру бесплатно все бизнес-залы. Так что рекомендую, ссылочка в описании, сам пользуюсь. Так, ну а вот и мой чемоданчик уже подъехал. Все, берем. Такси я заказал уже заранее, поэтому меня уже ждут. Несмотря на то, что рейс переносили 3 раза. А что, лента замедлилась? Вот это вовремя. Ой, это специально для меня, прикиньте, ленту остановили, чтобы я снял чемодан. Вот это уважение и почет. Ну, или это последний вообще? Все, что ли? Больше нету. И, походу, мой чемодан последний приехал. Вот это шок-контент. Все, больше ничего нету. На ленте больше ничего нету. У меня был какой-то случай, когда я единственный получал багаж, ну точнее первый самый. Вот, а теперь есть случаи, когда и последний получил. Все. Все, меня здесь уже встречают, все, с табличкой, встретили, как полагается, и едем. Чувак, наверное, вообще взбешен, сколько он меня ждет. В разных частях Вьетнама разная сезонность. Например, на юге Вьетнама, на Фукуоке, лучшее время отдыха с декабря по март, а сезон отдыха в Нячанге и Дананге с апреля по сентябрь. Многие по ошибке думают, что в Нячанге сезон зимой, как и в Таиланде, но приезжают и попадают в сезон дождей. Так, ну а мы с вами давайте сейчас искупаемся в этой части Нячанга. Здесь вроде как бы баланс, вроде и волны есть, вроде как бы инфраструктура есть. Кстати, мой отель находится совсем здесь где-то недалеко. Вот, блин, ну что хочется сказать, что главный минус, что здесь песок просто пипец просто горячий, короче, надо бежать, здесь все бегают. Вот нужно встать, собственно, вот сюда, и здесь уже не горячий песок. Не, песок нагревается очень сильно, опять же, из-за того, что он не коралловый, поэтому он сильно нагревается. Ну, пойдемте попробуем занырнуть. Собственно, я как бы боюсь немножечко волн, чтобы волны подмочили камеру, но будем аккуратненько сейчас заходить. Так, а ну-ка, заходим. О, водичка такая бодрящая, попрохладнее, чем в Таиланде. В Таиланде, опять же, вы знаете, вода 30 градусов, здесь, не знаю, ну, градусов 27, наверное. Чуть-чуть попрохладнее. Ну, что хочется сказать, что в этой части водичка прозрачная, несмотря на то, что волны, да, поднимаются. Несмотря на это все, вода прозрачная. Вдалеке у нас виднеется Винперл. Не, красиво, конечно, однозначно. Вот Нячанг лучше, чем Паттайя. Опять же, кто любит тут формат городского какого-то отдыха, да, вот этого всего, я думаю, что если вы не были в Нячанге, вам однозначно зайдет. То есть из всех городских, наверное, отдыхов, и даже, опять же, Дубай тот же самый сравнивать, конечно, в Нячанге море лучше, природа лучше, чище, горы, холмы. Однозначно в Нячанг приезжайте. Если вас не смущают, конечно, вот эти вот небоскребы вокруг.
Не, красивая все-таки береговая линия, что не говори. Вот конкурент, опять же, вот выбирать Паттайя или Нячанг, однозначно Нячанг чище. Но в Паттайе, конечно же, есть Колан, но здесь есть Винперл. Можно сплавать вон туда, на Винперл, что мы сделаем в следующих выпусках. Там парк развлечений, там невероятные сани, спуски с горок, аквапарки. На целый день там зависнуть, а то там можно и пожить. Туда можно приехать с проживанием. Вот, но стоимость там проживания, конечно, не низкая. Поэтому мы с вами туда сгоняем на один денек. Это будет в следующей серии. Вот, ну а вы пишите в комментариях, как вам пляж такой Нячанга. Вот, очень красиво. Да, ну, кстати, людей, опять же, гораздо меньше, чем в Таиланде, гораздо меньше, чем на Пхукете. То есть все распределяются, и в левую часть можно уйти, и в правую часть уйти, можно распределиться. Вот, так что друг на друге никто не прыгает, но при этом людей, конечно, ну, достаточно. То есть, видите, люди есть, люди на лежаках, почти все заняты лежаки. В воде достаточно людей, но поэтому друг на друге никто не лежит. Да, друзья, ну, короче, если вы выбираете между Паттайей, если вы выбираете между Нячангом, и даже, я скажу так, если вы выбираете между Дубаем, конечно же, Нячанг для меня лучше и по природе, и по атмосфере, и морепродукты тебе, и по цене, разумеется. Это, ну, опять же, это будет дешевле, чем Паттайя. Вьетнам дешевле, чем Таиланд все-таки, даже Паттайя. Вот, вот пишите в комментариях, кто бы что выбрал. Вот были ли вы во Вьетнаме, были ли вы в Нячанге. Вот, и если не были, но были в Паттайе, что вам больше визуально нравится? Я говорю, однозначно ни на каком пляже в Паттайе нет такой прозрачной водички. Здесь приятно купаться. Не, огонь, ребята. Вот как вам пляж Нячанга? Пишите в комментариях. Приехав во Вьетнам, вы становитесь сразу миллионером. А все потому, что 1 миллион донгов это всего $40. Местные деньги это вьетнамские донги, и они сделаны из пластика. Они не рвутся, не мокнут и почти не пачкаются. А менять деньги выгоднее всего в ювелирных магазинах. Вьетнамцы не любят солнце. Чем светлее кожа, тем лучше. Если ты белый, значит из высшего общества, а если темный, то бедный работяга из полей. Поэтому они постоянно ездят в масках и полностью одетые. А на пляж выходят только ближе к закату солнца или рано утром. Днем местных на пляжах вы не увидите. Да, кстати, моя задача вас тоже предупредить. Меня вот здесь местные ребята предупреждали, что очень частое воровство во Вьетнаме. Поэтому вот так вот кидать, как я, сумку, крайне, конечно, не рекомендуется. Без присмотра не оставляйте. Плюс, мало ко всему, говорят, еще и байки угоняют. Я что-то немножко в шоке. Поэтому у кого какие-то были истории, приключения с воровством во Вьетнаме, пишите. Плюс в дешевых отелях могут что-то вытащить там из чемодана, деньги и прочее. В общем, нужно с этим во Вьетнаме поаккуратнее быть, чем в Таиланде. Вот, хотя меня и в Таиланде обворовывали на Самуи. Вот кто помнит тот выпуск, тоже такое было. Деньги, причем не все деньги, а половину денег из кошелька украли. Вот, ну и плюс, говорят, могут вырвать из рук телефон, могут вот сумку украсть с пляжа. Поэтому здесь моя задача вас предупредить. Я как бы с этим не сталкивался, но вдруг, короче, будьте бдительны во Вьетнаме. Да, вспомнил, когда я уезжал из Таиланда, мне хозяйка сказала, ты что во Вьетнам, зачем едешь? У меня там чуть телефон не вырвали. Кстати, реально, даже тайка мне сказала о том, что у нее чуть телефон не вырвали. Так что, ну, реально эти ситуации бывают. Но это было то ли в Хошимине, то ли в Ханое. Не помню, где она была. Да, вы знаете, а сейчас, наверное, ну, основной вопрос, когда Вьетнам сравниваю с чем-то, это там Вьетнам или Таиланд. Но я бы поставил вопрос совершенно другим образом. Я бы спросил, Вьетнам или Турция этим летом? Точнее, Нячанг или Турция, потому что в Нячанге самый сезон начинается с мая, июнь, июль. Это вот топовые месяцы для отдыха в Нячанге. Поэтому вопрос, Турция или Вьетнам, я бы однозначно ответил, что лучше во Вьетнаме. И дешевле, и эмоций больше, и Азия, и море, и острова, и экскурсии. Ну, ребят, нет, короче, вот напишите, что думаете вы. Я однозначно голосую за Вьетнам.
Что выберете этим летом вы? Итак, друзья, ну а сейчас давайте покажу отель, в котором я живу. Это вот это здание. 19-этажное, по-моему, оно. Ну, то есть, собственно, вокруг меня тоже, видите, все высотки. Опять же, в Нячанге много высотных отелей. Все, заходим в него и сейчас покажу, и главное, расскажу, сколько стоит мой отель. Итак, друзья, ну а номер выглядит следующим образом. Сейчас расскажу, сколько он стоит. Ну а номер отличный, шикарный, и главное, его цена, и главное, это виды. Ну, для начала давайте покажу, собственно, здесь две таких больших, ну, одна большая кровать, другая чуть-чуть поменьше, просторный номер, есть стол, есть телевизор, даже ни разу не включал, есть диванчик такой, есть, разумеется, кондиционер, все работает отлично, есть там холодильник, есть всякие чайные принадлежности, он кофе приносит, чаи приносит, чайник стоит, здесь он холодильничек, в холодильнике платная вода, сейф там есть внутри. Собственно, ну, в общем, вот так это все дело выглядит, но главное здесь, я думаю, это все-таки виды. Я ради видов побрал на 16-м этаже виды на пляж Нячанга, и посмотрите, какая открывается красота, и даже Винперл вон там видно. Вот, минус в том, что нет балкона. Блин, здесь, ну, во многих отелях почему-то нет балконов. Там нет балкона, но где-то там в другом месте есть балкон. Ну, окей, тоже, мне кажется, неплохо. Представьте, просыпаешься с таким прекрасным видом, расшториваешь занавески, и у тебя в окно открывается невероятный вид на пляж Нячанг. Минус у этого окна, что его нельзя, блин, открыть. Хочется-то открыть, но и в Таиланде, по-моему, такие правила. На высоких этажах не открываются окна. Вот, в Байокскае тоже ничего не открывается. Казалось бы, хотелось открыть. Блин, вот, открыть хотя бы глазами. А здесь еще, видите, стекло немножечко такое грязноватенькое. Его бы помыть. А как его помыть? Наверное, раз в год его моет какой-нибудь скалолаз. Так, многих, наверное, еще интересует, как выглядит комната счастья и радости. Собственно, выглядит таким образом. Все хорошо, все чистенькое, все новое. Ванная даже есть, по-моему, это редкость. А ванная, там шампуни, мыло, гели всякие, даже зубные щетки здесь вон есть. Наборы, расческа. Было, все пополняется, все отлично. Разумеется, главное, что здесь есть тоже споласкиватель для ног. Все отлично. Слив находится тоже здесь, вон можно прям сполоснуть сюда, все сольется. Опять же, доказательство тому, что это споласкиватель для ног. Под ним находится слив, чтобы сливать воду. Да, кстати, стоит сказать, что в отеле хороший Wi-Fi, в номере 50 мегабит в секунду работает, все в этом плане отлично. Да, ну а главный вопрос, сколько же стоит такой номер? Итак, на 10 ночей в Нячанге. Вот как вы думаете, нажмите на паузу, это вот такой современный новый номер с видом на пляж рядом с главным пляжем. Как вы думаете, сколько он стоит? Вот нажмите на паузу и напишите. А я вам сейчас говорю, кто написал. $158 на 10 ночей. Ребята, как вам такие цены во Вьетнаме? Мне кажется, в других странах это бы немножко подороже стоило. Например, взять бы Сочи. Я думаю, что $158 не стоил бы один день в номере с видом на Черное море. Наверное, так. Вот. Так что пишите в комментариях, дорого это или нет. Ну, а я все сервисы, с помощью которых бронирую все себе для путешествия, оставляю, как всегда, по ссылочкам в описании. Там вы можете найти промокоды на туры, можете найти авиабилеты, отдельно бронирование гостиниц, собственно, чем я бронирую все себе сервисы. Плюс оплачивать можно картами МИР. Поэтому переходите, там есть промокоды, можно сэкономить до 6000 рублей на турах. Так что все лично, чем сам пользуюсь, вам рекомендую. Переходите и путешествуйте выгодно.
Во Вьетнаме в разы больше мотобайков, чем машин. Вьетнамцы в основном ездят на мотобайках и перевозят на них все, что угодно, даже холодильники и шкафы. А все потому, что и цена на мотобайки низкая, да еще и налог в автомобиле во Вьетнаме достигает 150% от стоимости. Поэтому машина во Вьетнаме — это роскошь. Кстати, дорогу на пешеходном переходе уступать во Вьетнаме не принято, поэтому будьте осторожны. Так, ну а сейчас давайте с вами отправимся на обед, отведаем легендарное блюдо фо бо, но правда сейчас я решил взять не фо бо, а фо га, куриный. Потому что фо бо я ел в аэропорту, а сейчас хочу здесь задегустировать куриный. Плюс здесь, смотрите, всякие моллюски, ракушки, рыбы свежие. В общем, формат во Вьетнаме это, часто такие кафешки, где у тебя аквариумы, здесь свежак прям плавает из рыб, из ракушек и прочего. Все это заказываешь, стоит относительно недорого. В общем, такая кафешечка. Мне уже вот принесли суп. Сейчас давайте его задегустируем. Подача в таком формате, лоханка супа, чтобы вы понимали, вот это стоит $2. В общем, здесь куча лапши, куча супа, куча... мясо не сказал бы, что куча, да, то есть вот они нарезаны. То есть вообще это фо бо, это говяжий суп, фо га это куриный суп. Я решил куриный сейчас попробовать. Вот, мне уже принесли здесь эти спрингроллы, спасибо. Ну вот, сейчас будем еще и спрингроллы тоже дегустировать. И плюс здесь набор такой травки-муравки, это подается к фо бо. Так, ну что, погнали мой первый тест-драйв фо бо в самом Нячанге. То есть в аэропорту я уже попробовал фо бо, точнее это фо га. Кстати, фо га я, по-моему, ни разу еще в жизни не ел, поэтому давайте попробуем. Отличается ли говяжий фо бо от куриного? Слушайте, там тоже специи, приправы похожие, но мне кажется, фо бо более насыщенный. Наверное, буду брать в следующий раз фо бо. Но тоже неплохо. И опять же, учитывая ту цену, сколько он стоит, $2, это, на целый день наесться, мне кажется. Здесь столько лапши, столько и мяса, и листочки вот эти, и зеленушка. Короче, огонь. Ребят, мне кажется, это, наверное, лучшее блюдо вообще во Вьетнаме. Это топ of the top. Ну и давайте с вами задегустируем спрингроллы. Честно говоря, их в разных местах готовят по-разному. Я люблю другую подачу, когда они не так сильно зажарены. Это вот придется искать кафешку, в которой будут готовить, как я люблю. Но давайте с вами макаем спрингролл вот сюда и задегустируем. Ну-ка. Не, тоже вкусно, но немножко другие спрингроллы люблю. Хотя близко. Будем искать в этом сезоне лучшую подачу спрингроллов. Вот. Ну а кафешка такая. На втором этаже там даже, по-моему, можно присесть. Так, ну цены давайте бегло вам покажу. Опять же, фо бо 55 тысяч донгов. Это примерно $2. Здесь даже есть том-ям. Надо будет как-нибудь том-ямчик задегустировать. Тоже стоит столько же, $55. Борщ есть, 55 тоже донгов. Курица или прочие какие-то блюда примерно стоят 90-100 донгов. Мне сейчас тяжело, кстати, ориентироваться с донгами. Буду, наверное, их путать с батами. Вот, тоже 100, но это примерно $3,5. 3,80 где-то вот так вот получается. Да, вот всякие креветки с чесноком, овощами и жареным рисом, 135 тысяч донгов. Это, примерно ровно $5, кстати. То есть, видите, отдельные какие-то блюда из морепродуктов стоят примерно $5. Если ты там берешь какой-нибудь рис с чем-то, это будет примерно $4. А если берешь какой-нибудь суп, то он стоит $2. Примерно такие цены. Да, ну а спрингроллы эти стоят примерно $2,5. Так что у меня вот набор $2,5 и $2. Объесться, наесться, мне кажется, на целый день. Да, ребят, что сказать, вкусно, но все равно тайская еда номер один. Разумеется, я буду скучать по паттаю, по том-яму, по сом-таму и куча других, там, масаман-карри, пананг-карри. Но во Вьетнаме, что однозначно стоит пробовать, это фо бо. Спрингроллы тоже пробуйте, тоже вкусно. И пишите в комментариях, какие у вас любимые блюда во Вьетнаме. Потому что, супер каких-то традиционных там блюд, как в Таиланде, здесь нет, кроме фо бо. Наверное, фо бо и спрингроллы, и бан ми.
Еще лепешечки, не лепешечки, а булочки такие, банми. Тоже, ну это не дотягивает до паттайя, конечно, и том-яма. Поэтому, кто эксперт по Вьетнаму, пишите ваши любимые блюда. Вот, всем приятного аппетита. Да, ну а вдоль улицы идешь, здесь куча вот таких развалов с морепродуктами. Здесь продают вам и гуидак, пожалуйста. Здесь продается и какая-то громадная каракатица. Я такое вообще впервые вижу. Вы посмотрите просто, какого она размера. Больше, чем 3 моих ладони, наверное. Всякие там ракушки. Кто здесь? Здесь кого-то уже нет. Акул продают, ребята, чтобы вы понимали. Акулы здесь даже лежат, няньки. Или кто это даже? Какие-то непонятные акулы. Вроде даже не няньки. Лобстеры в среднем стоят 1 400 000 1 800 000. Здесь их куча. Мантисы плавают здесь. Морепродуктов здесь, конечно, море. Чтобы вы понимали, во Вьетнаме просто куча всяких и ракушки, и крабы, и гуидаки. Ну вот, гуидак стоит сколько? 1 200 000. Ну, то есть это примерно $50. В Китае это стоит в 2 раза дороже. $100 гуидак стоил. Всякие крабы 550 за килограмм, а креветок почему-то не вижу. Креветок вообще нету. Где креветки? Алло, гараж, самое главное и без креветок. Там всякие различные рыбехи плавают. Мурену даже можно съесть. Ёлы-палы, смотрите, мурены, рыбы-шар плавает. Все, что плавает, короче, все, что шевелится, вьетнамцы едят. Так, рыбка уже вон сдохла, группер, походу, уже умер. В общем, ну, куча всего. Глаза разбегаются. Меченосцы вон тоже там плавают. Вот креветки. Креветки. А сколько они стоят? Цены не вижу. Может быть, это вот... Нет, цены не вижу. Цены нету. Во Вьетнаме культ кофе, но здесь его пьют не как мы привыкли. Кофе здесь очень сладкий и часто со сгущенкой и со льдом. Вьетнам находится на 2-м месте после Бразилии по экспорту кофе. Кофейни здесь на каждом шагу придумывают и необычные способы приготовления. Особенно выделяется яичный кофе и соленый. Это необычные деликатесы. На вкус яичный кофе вкусный, как крем-брюле и пирог. Очень сладкий. Такого кофе вы точно не пробовали. Но, к сожалению, этот сюжет не попал в выпуск из-за поломки флеш-карты. Поэтому смотрите сторис в Телеграме по ссылке в описании. Там я показывал дегустацию яичного кофе. Впервые буду пробовать кофе с яйцом. Вы такой когда-нибудь пробовали? И это Unreal. Кофе офигенный. Сверху корочка, как будто это пирог какой-то. Очень вкусный. Сверху прям густо. Это все яйцо. Прям очень сочно, очень мощно. Кто пробовал, пишите, я еще хочу соленый кофе попробовать. Вот, но это фишка Вьетнама. Кофе с яйцом. Блин, офигенный. Короче, я в восторге. Хоть я и не фанат кофе, но вот эта тема очень рекомендую. Так, ну а вдоль пляжа идешь, здесь пешая такая улочка, по которой приятно прогуляться. Здесь у нас получается справа кто-то лежит там в тенечке, на полотенчиках. Плюс здесь шезлонги тоже. Слева у нас парковая зона, по которой приятно гулять. Слушайте, здесь прям такая приятная прогулочная зона. По вечерам здесь приятно гулять, да днем тоже. Среди пальм ты идешь, наслаждаешься всей вот этой красотой. Вот. Плюс взял, захотел, прилег на шезлонг здесь. Здесь тенечек такой. Вот. Кто как бы хочет там сэкономить 100 000 донгов, он расстилает полотенчика, лежит здесь и так далее. Слушайте, слева вон тоже парковые зоны высажены здесь вдоль всего пляжа, много-много километров, такие ухоженные зоны с детскими площадками, со спортивными какими-то там тоже турниками и прочим. Слушайте, ну вот то, что вьетнамцы так ухаживают за набережной, очень круто. Вот этого не хватает в Таиланде. То есть вот таких красивых, супер ухоженных зон все-таки нет, мне кажется, в Тае. Поэтому здесь вьетнамцы молодцы. Так, и здесь вдоль пляжа есть несколько зон с такими кафешками. Ну, почти бич-клаб. Здесь даже есть зона, где есть бассейны. Вот, давайте посмотрим, что здесь сколько стоит. Так, 200 донгов какой-то кальмар сушеный,
125 какой-то салат. Так, дайте нам фубо, пожалуйста. А здесь, может быть, даже и не будет, наверное, фубо. Какая-то курица в кляре 125 тысяч донгов. Я буду называть просто 125, без тысяч, наверное. Спринг-роллы популярные, вьетнамские, 125. Ну, собственно, здесь стоит это в 2 раза дороже. Вне пляжной зоны они стоят 60, а здесь 125. Так, ну и коктейльчики всякие. Майтай 155 тысяч, 135, 145, 155, 135, 155 средний ценник за коктейль. Всякие шейки, манговые шейки, клубничные, коконат, банана, 75 тысяч донгов. Да, ну и самая популярная вьетнамская свежевыжатая — это Сайгон Local. Стоит 25 тысяч донгов за 0,5. Да, ну, короче, фубо здесь нет. Ну, наверное, на пляже особо фубо-то и не нужен. Вот, просто сидишь там на баре. Здесь больше коктейльная карта, наверное, главная. Вот, так что есть и такие заведения вдоль прям пляжной линии. О, смотрите, как развозят здесь еду. Опа, поехали булочки, банами, походу, поехали куда-то на голове. Есть еще такое модное заведение Sailing Club. Здесь вечером будет музыка. Видите, уже притащили всякие оборудования. Судя по всему, диджейская стойка и так далее. Здесь уже поприличнее такие места, столики. Здесь вечером будет подсвечиваться. Тоже, опять же, сидишь с видом на море. Прямо, ну... По-моему, огонь, ребята. Так что во Вьетнаме не только там пластиковые стульчики. Может быть, кто-то думает, что во Вьетнаме формат это только на улице есть за пластиковыми столиками и за пластиковыми стульчиками. Есть и модные такие вот заведения. Вечером здесь будет все подсвечиваться. Всякие бунгало здесь стоят. В общем, такое модненькое заведение. Есть еще такого формата одно. Сейчас дальше пройдем, посмотрим, как оно выглядит. Там должен быть бассейн вообще. Да, друзья, ну а я помню вот это еще заведение в доковидные времена, когда его только, по-моему, открыли, очень неудачно открылись ребята. Все, и они закрылись. Вот, собственно, я помню, как его здесь открывали, как здесь музыка играла, все было белоснежно. А потом, когда я сюда прилетел, хоба, все резко закрыли, выездные рейсы и все. Вот, и, походу, заведение не выжило. Было очень классное, был очень крутой бич-клаб с огромным бассейном. Здесь была речка, по которой можно было плавать. Все, нету такого заведения теперь. Так, ну а я дошел практически до самого конца пляжа, прогулялся. И что хочу сказать, что здесь лежаки скидывают уже до 50 тысяч. Если там вообще я торговался, не скидывают. Здесь за полтинник он прям согласился мне отдать. В единственном месте, но, видимо, потому что все, больше пляжа нету, больше лежаков нет, сюда людей, видите, мало доходит. Собственно, отели, видимо, оканчиваются вот на этом отеле. Все, там уже зона не такая развитая, как та. А там вот центр, опять же, где находится Лотос. Там, наверное, нулевой километр его называют. Но мне кажется, чем правее ты уходишь, тем чище вода. Смотрите, здесь прям тоже неплохо, отлично. Прям можно пешком уже до Винперла дойти. Даже вплавь можно доплыть. Ребята, жду, когда мы отправимся туда. Супер крутой парк развлечений. Там и аквапарки, и горки, и что только там нет. Короче, Винперл, One Love в моем сердце. Очень хочу туда вернуться. Вот, так что Винперл я люблю. Кто там был, напишите, как он вам. Вот, а что здесь хочу показать, как выглядит еще один бич-клаб. Здесь есть зона с бассейном. Можно и купаться, и прилечь. Так что не хватает. Здесь, кстати, построили где-то новые бич-клабы. Вот тоже какая-то зона, где можно полежать, прилечь. Слушайте, так что Вьетнам, видите, развивается, что-то строится, что-то появляется новое.
Yeah, hello, hello. Вот, так что здесь можно посидеть. Хотя это, по-моему, старая кафешка. Здесь фишка в пиве. Здесь куча, да, вон точно, we love пиво. Вон написано, поэтому здесь пивной такой, по сути, ресторан. Плюс возможность покупаться в бассейне и просто почилить с такими крутыми видами. Да, ну, собственно, вот, здесь именно фишка в различных местных каких-то их собственных сортах свежевыжатого. Лагеры, элли, вайтбиры, элли, еще какой-то, еще пэшн-биры и так далее. Стоит за 0,33 65 тысяч, за 600 миллилитров 105, за литр 155. Вот, ну, я посмотрел, полистал, еда здесь, конечно, не дешевая, больше $10, салаты даже стоят какие-то. Ну, пиццы 450, 395. Ну, в общем, по 450 примерно пицца средняя, паста 270, 290. 250, ну, короче, больше $10 за пасту. В общем, место не дешевое, но с такими крутыми видами. Опять же, как всегда, если ты сидишь на берегу, цены, разумеется, подрастают, потому что все готовы доплачивать и переплачивать за виды. Я тоже готов доплачивать и переплачивать за виды. Вот, ну, а вы напишите, готовы ли вы переплатить за виды. Либо вот там перейти просто на вторую линию, и там можно на пластиковых стульчиках все то же самое поесть в 10 раз дешевле. Просто, чтобы вы понимали, фобо в переулках стоит $1. $1. А здесь паста $11. То есть в 10 раз вы переплачиваете. Но зато вы вот с такими красивыми видами наслаждаетесь. Вот, готовы переплачивать или нет? Да, ну а вы знаете, здесь вдоль набережной установлены споласкиватели для ног. Это уникальная штука, которую я вижу впервые вообще. Смотрите, берете, открываете и споласкиваете ноги. Она и с этой стороны, по-моему, открывается, и вон с той стороны, и еще и там вон стоят, тоже можно споласкивать ноги. Так что уникальная особенность, не знаю, Нячанга или Вьетнама. Посмотрим, что в Дананге будет такая штука или нет. Вообще респект, почему это везде-то, почему в Тае такое не поставят, давно пора, очень удобно. Так, ну а сейчас я присел в такую кафешку, уже в переулочках. Здесь цены уже пониже, но отзывы здесь прям что-то прям космос, прям супер классное место. Здесь, кстати, вот находится это кафе, как оно, Bong Crazy. И плюс рядышком там еще находится тоже популярное кафе, Немо называется. Для тех, кто не знает, Немо закрывали, сейчас его восстановили, он заново запустился. Я когда-то в прошлые 5 лет назад, когда был, я сидел здесь. Ну вот, собственно, мой стол, мне уже принесли не еду, здесь у меня фобо традиционный, и плюс я решил сегодня заказать рис. Прочитал, что вьетнамский рис это прям что-то тоже какая-то супер-мега изюминка, и его нужно обязательно пробовать. Я, честно говоря, ни разу, по-моему, сколько было во Вьетнаме, ни разу рис не ел. Вот, фобо это понятно, это классика, это то, что надо есть. Сейчас будем пробовать. Так, фобо стоит, чтобы вы понимали, чуть больше, чем $1. $1.20, наверное, 30 тысяч донгов. Это стоит 80 тысяч донгов. Соответственно, это примерно, ну, чуть меньше, чем $3. Ну, давайте заценим, что у нас за фобо здесь такой густой. Ну, слушайте, он везде плюс-минус одинаковый, хороший, но в отзывах прям нахваливали, что здесь целые куски говядины. Ну, примерно как везде. Давайте сейчас задегустируем. Так, ну погнали. Слушайте, фишка в том, что фобо везде вкусный. Я еще не пробовал невкусного фобо. Тоже хороший, но, ребята, за $1 это мощно. За $1 вот такая порция. Плюс приносит еще зеленушку. Это прям огонь. Это самый бюджетный пока фобо. И порция, посмотрите, просто какая ладонь, да? Больше, чем моя ладонь. Здесь одним фобо можно наесться. Так что за цена-качество прям огонь.
Так, ну а по ценам, собственно, вот фога 30 тысяч, лапша с морепродуктами 50 тысяч, завтраки здесь даже есть за 25 тысяч, 25 тысяч Sunnyside, ну, короче, яичница с 2 желтками плюс хлеб 25 тысяч, ну, полноценный какой-то завтрак, наверное, 50 тысяч, бургеры 70 тысяч, 60 тысяч, супы 50 тысяч, 50 тысяч, банми здесь даже стоит дешевле, чем на улице. Ну, то есть ценник в этой кафешке очень даже неплохой. Салаты 70-80 тысяч с креветками, с грудками здесь. Вот этот хороший салат, кстати, мне рекомендовали, я еще не пробовал, 80 тысяч. Но, ребят, за $3 салат с креветками, по-моему, огонь. Там, по-моему, еще даже авокадо есть. Самое интересное, что в кафешках обычно свежевыжатое стоит дешевле, чем в магазине. 10 тысяч донгов. А в магазине самое дешевое, что я видел, 11 или 12 тысяч донгов. В кафешках почему-то очень дешево стоит свежевыжатый. Так, ну и давайте теперь задегустируем рис, который разрекламировали в интернете. Ну-ка, что это здесь? У меня с морепродуктами. Выглядит он немножко по-другому, чем в Таиланде. Ну-ка. Ну-ка, давайте погнали. Что это такое? Будет ли вкуснее? Слушайте, здесь горох, я вижу. Горох, кукуруза, морковь и так далее. Ну и креветочки. Ну-ка. Слушайте, ну, рис не вызывает какого-то вау-эффекта. Однозначно в Таиланде рис вкуснее. Ну, он даже вареный, он даже не жареный. Это получается просто вареный рис с овощами, немножко с горошком и с морепродуктами. Не, короче, рис не зачет. Вот это невкусно. Короче, продолжаю есть свой любимый фобо. Вот единственное мое любимое блюдо. Фобо плюс спрингроллы, наверное, must have. Да, друзья, ну а я продолжаю, в общем, искать какую-то замену фобо. Пишите в комментариях, что посоветуете попробовать вы. Дальше буду пробовать уже морепродукты. Будем с вами дегустировать различные морепродукты. Все пытаюсь найти что-то вкуснее, чем фобо, пока у меня не получается. Подсказывайте. Да, ребят, кстати, напишите мне, сколько бы вот эта вся еда стоила в Турции или в Европе. Потому что я допускаю, этим летом в Турции это будет все космос, как все стоить. А здесь $1, $2,5. Пожалуйста, то есть весь вот этот супер-мега обед, которым я наемся до завтрашнего дня, наверное, будет стоить $3,5. Как вам такие цены? И плюс еще свежевыжатый стоит всего лишь 30 центов. 30 центов. И, ребята, не $1, не $2, не $3, 30 центов. Как вам такие цены? Во Вьетнаме множество пагод и буддийских храмов. Складывается ощущение, что господствует там буддизм. Однако буддистов во Вьетнаме всего 16%. Основная часть, 50% населения, исповедует культ предков и духов. Особая религия, присущая только Вьетнаму. Также в меньшей степени во Вьетнаме исповедуют христианство, конфуцианство и индуизм. Но, как говорит партия, объединяет вьетнамцев не религия, а патриотизм. Так, ну а на первой береговой линии выходим с вами с пляжа, и вдоль улицы здесь куча всяких различных кафешек, туры предлагают, обмены валют, ресторанчики, но, разумеется, подешевле будет, если уйдешь на вторую линию, на третью линию, там, и уж тем более на четвертую, там будут самые дешевые кафешки. Но скажу так, что и здесь тоже цены невысокие. Да, вот, собственно, вьетнамский колорит начинается. Кстати, на велосипедах очень часто вот такие тетеньки предлагают в шапочках сигареты купить. Я не знаю, с чем проблема в магазине купить сигареты. В общем, много где подъезжают, прям тебе предлагают и впаривают. Вот, здесь тоже, опять же, кафешки всякие. Ну, здесь, слушайте, ну цены плюс-минус такие же, даже, кстати, как и на второй линии. Фобо, например, 55 тысяч стоит, бунча 55 тысяч. Ну, в целом блюда какие-то там с морепродуктами, рис с морепродуктами 155, 155, 155. Ну, короче, огонь. Сколько? Come in. Так, здесь тоже всякие булочки, перекусы, банми, фрукты. Банми стоят, собственно, багеты эти 35 тысяч, 30 тысяч, 30 тысяч.
Для тех, кто не знает, banh mi, это, ну, по сути, знаете, фастфуд вьетнамский, в который напихивают там либо сосиску, либо мясо накрошат какое-то, и все это в булочку вот так вот разрезается, туда кладется и ест. Стоит всего 30 тысяч донгов. На каждом шагу здесь тоже вам предложат сделать массаж. Массаж стоит примерно 150 тысяч в среднем. Если где-то дороже написано, торгуйтесь. За 150 они везде практически делают за целый час. Но здесь массажи, там массажи, боди-массажи и так далее. В общем, это примерно $5. Так, ну а если свернуть на вторую улицу, здесь уже пониже цены, много различных магазинчиков. Кстати, цены там более или менее адекватные, можно покупать в таких магазинчиках. Здесь же и меняют деньги в этих магазинах, но лучше деньги менять в ювелирных салонах. Золото Анкора называется, там чуть подальше он будет. Самый выгодный курс обычно в ювелирках. Точно такая же история, кстати, как и на Шри-Ланке. На Шри-Ланке тоже выгоднее всего менять деньги в ювелирных магазинах. Плюс здесь можно же купить сим-карту. Стоимость сим-карты 150, примерно $6 на целый месяц. 12 гигабайт каждый день. То есть там у тебя пакет на 12 гигов каждый день. Вот, вообще обновляется. Разумеется, всякие фруктовые лавочки здесь на каждом шагу есть. Фруктов очень много во Вьетнаме, стоит недорого. Манго здесь 45 тысяч стоит, но вообще он стоит 25. Там дальше, если пройти, манго стоит ровно $1, 1 килограмм. Здесь всякие джекфруты. Ну, кстати, дорогая какая-то палатка. Не, пойдем отсюда. Здесь прям все в 2 раза дороже. Вообще 20 донгов должна стоить вот эта упаковка, а здесь она стоит почти 40. Ну, вот, чтобы понимали, есть дорогие какие-то палатки, вот нарезанные всякие папайи здесь 29 тысяч донгов, драгонфруты, ананасы, половинка ананаса 29 тысяч донгов. Но еще раз скажу, что это дорогая палатка. Да, а в разрезе джекфрут выглядит вот таким образом. Видите, его пополам здесь разрезали, а то обычно все покупают уже нарезанный. Но самим вот этот плод, он очень липкий, у него там смола, и если будешь сам чистить, весь перемажешься и замажешься. Поэтому лучше брать, конечно, начищенный, но вот я хочу показать, как выглядит джекфрут. Один из моих любимых фруктов. Во Вьетнаме невероятное разнообразие фруктов, и все за копейки. На каждом углу стоят лавки со свежими фруктами: манго, ананасы, джекфруты, мангустины, рамбутаны и множество других экзотических фруктов. А главное, во Вьетнаме дешевые дурианы. К сожалению, фрагмент с посещением рынка и дегустацией дуриана не попал в выпуск из-за поломки флеш-карты. Но сторис с дегустацией дуриана можно увидеть в Телеграме по ссылочке в описании. Переходите, а кто пробовал из вас дуриан, пишите в комментариях, как вам он на вкус. Я очень люблю дуриан. Я сейчас буду пробовать дуриан, самый вонючий, самый необычный фрукт в мире. Я сейчас нахожусь во Вьетнаме, и здесь они стоят очень дешево. Они здесь стоят дешевле, чем в Таиланде в 2 раза. Стоимость килограмма, вот они, дурианы. Это все дурианы, если вы не знаете. Стоит $4 килограмм. И сейчас давайте я задегустирую эту вкуснятину. Ребята, это просто огонь. Это кремово-шоколадно-кофейная история. Такая сливочная структура, как будто ты ешь крем. Очень вкусно. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Если вы слышали, что это очень вонючий фрукт, что он пахнет канализацией, луком, не слушайте никого, потому что луком здесь и ничем не пахнет, если его есть свежим. Его нужно обязательно есть свежим, при вас только вскрытым. Когда фрукт только вот лежит здесь, открываете его и сразу съедаете, потому что потом начинается процесс окисления, и он начинает вонять как раз канализацией. Да, разумеется, всякие кафешечки. Вот эта штука, я не знаю, что-то распиаренное, многие туда ходят. Называется The Local. Сколько раз я там ел, вообще отвратительно. Самый невкусный фобо, самый невкусный рис, самые невкусные спрингроллы были в этом заведении. Вот, поэтому его я рекомендовать не могу. Так, есть, в общем, здесь различные мини-маркеты, в которые можно зайти. Оплата, кстати, в магазинах проходит, не только в магазинах, и во всяких кафешках можно оплачивать Union Pay, вот, либо наличку, собственно, меняете. Вот, давайте зайдем, посмотрим, какие здесь цены, какой ассортимент. Ну, такой мини-маркет. Есть большие магазины, это совсем такой небольшой. Вот здесь можно прикупить. О, сейчас.
Вон всякие сигареты, что здесь, бомж-стаканы всякие есть, всякие снеки. Пиво здесь стоит 12 тысяч донгов. Ром можно тоже прикупить, но здесь он 180, есть места, где подешевле. Всякие тоже снеки, рыбка, вот такая рыбка, сколько, 23 тысячи донгов. Это, слушайте, это в Таиланде то же самое, что есть, вот 23 тысячи. Вот такие водоросли, кстати, прикольные, я брал 19 тысяч донгов. Можно всякую молочку здесь прикупить, йогурты. Кола, давайте посмотрим, сколько стоит кола во Вьетнаме. Кола 390 миллилитров, странный, кстати, объем, и не 333, и не пол-литра. Стоит 12 тысяч донгов. Самое удивительное в Вьетнаме то, что кола здесь стоит дороже, чем пиво. Чтобы вы понимали, пиво стоит дешевле. 10 донгов стоит обычно пиво 0,5, а здесь кола 12. То есть я не понимаю вообще, какое ценообразование. То есть пиво во Вьетнаме по цене воды. К сожалению, 7-Eleven во Вьетнаме нет. Ну и вот такие вот магазинчики, в которых можно что-то там прийти, снеки купить. Опять же, какая-то готовая еды. К сожалению, как в Таиланде, такого нет. Конечно, скучаешь по такому формату, который вот на каждом шагу, на каждом углу у тебя 7-Eleven. Ты заходишь, ешь когда хочешь, 24 часа на 7, как бы он так и называется, да, 7-Eleven. Да, ну аналог и замена 7-Eleven есть вот такой магазин, который называется Цирцел. Он известен по Бали, для тех, кто был на Бали. Там таких полно магазинов. Здесь вот тоже иногда можно встретить. Вот здесь формат чем-то похож на мини какой-то 7-Eleven. Здесь он даже треугольнички из риса есть, но, к сожалению, здесь нет треугольничков с сосисками. Здесь, к сожалению, нет там, не знаю, ни том-яма, ни риса, ничего. Хотя вот тоже какие-то, видите, наборы. Вот, кстати, курочка в наборе. Тоже можно такое взять, можно вот такую курочку взять. Здесь ее он разогреют, микроволновка есть. Но в любом случае выбор здесь сильно уступает 7-Eleven. Вон всякие хот-доги, баньбао, вот эти можно какие-то заказать, булочки. Плюс всякая там лапша, плюс чипсы. И вот здесь шоколадки. Все, зона как бы такая совсем небольшая. Перекусить, в принципе, можно, но их не очень много встречаешь на улице. То есть их, ну, они есть, но не так много, конечно, как в Таиланде 7-Eleven. Да, во Вьетнаме очень интересный момент, как переходить дорогу. Здесь практически нет никаких светофоров. Здесь никто не уступает и не останавливается на пешеходном переходе. Вы просто идете плавно, медленно. Это еще маленький поток. Вот вклиниваетесь, переходите. Никто тормозить не будет. Ну, кстати, я сказал, что никто не тормозить не будет, и он, видимо, на камеру притормаживает. Но вообще, чтобы вы понимали, просто плавненько идете, плавненько, они там объезжают, маневрируют и так далее. В общем, процесс перехождения дороги во Вьетнаме немножко стрессовый для туриста, который первый день приехал, но как бы вы привыкаете, никто там никого не сбивает, просто плавно эти резких движений никаких не делать. Вот все переходят, там вот тоже переходят плавненько, они чуть-чуть притормозят, полностью никто не останавливается. Вас объезжают просто, и вы как в потоке в таком маневрируете. Это еще немного машин сейчас, небольшой поток совсем. Чтобы вы понимали, как к вечеру ближе происходит переход, собственно, прорываемся, ну, хотя бы кто-то останавливается, вот так вот останавливаем, хоп, ну и все, гораздо больше, конечно, едет байков, чем днем. Вот сейчас ближе к вечеру все больше, вот так вот перебегаешь через дорогу, по сути. Вот как это все выглядит, видите, вот кто-то останавливается, кто-то не останавливается, и между ними вот так вот, между, потихонечку и протискиваешься. Ну вот для новичков, вот видите, как руку поднял, опа, и под машину почти не попал, чуть не попал. Вот, ну, короче, это немножко экстримчик такой, но главное, что они не гоняют. Вот, плавные движения делайте, не бегайте. Вон, главное, нужно броситесь, кинетесь под колеса, и он не среагирует. Поэтому плавненько идете, они вас объезжают. В общем, вот такая процедура перехода дороги. Вот ближе к вечеру все сложнее и сложнее. Реально жесть. Ой, да здесь даже на встречку кто-то заехать решил. Молодец.
Слушайте, ну вот это вам изюминка Вьетнама. Причем это в Нячанге-то это еще лайтовый формат. Там какой-нибудь Ханой, в каком-нибудь там Хошимине, там все еще сложнее. Просто перейти дорогу там вообще нереально. Мне кажется, муравейник просто. Здесь еще куда ни шло. Друзья, ну а ближе к вечеру, точнее после 4 часов, здесь уже на пляже Нячанга начинает появляться тень. А если появляется тень, то начинают появляться местные. Они не любят солнце, соответственно, видите, за небоскребами уже образуется, из-за небоскребов образуется такая тень. И они постепенно сейчас будут появляться. Но главная фишка, смотрите, они начинают делать какие-то аэробики всякие, крутятся, что-то делают. Ну а главная фишка, то, что они закапываются вот так вот в песок. Считается, что закопавшись так в песок, ты отдаешь негативную энергию земле. Вот я сначала думал, что это такое, что это за... Причем это повально, просто сейчас просто 4 часа, сейчас они там часов с 5, наверное, повально все будут вот вдоль пляжа закапываться в ямки такие. Сначала рыть начинают, и ты думаешь, что это такое? Я думал, что сначала у них это инстинкт от дедушки. Типа, ну, мой дед всю войну рыл ямки, и я буду рыть. Я думал, что это типа с этим связано. Но оказывается, что, видите, это связано с энергетикой. И то, что ты отдаешь какую-то негативную энергию, она уходит в землю, и ты просветляешься. Вот, так что имейте в виду, вот для чего это делается. А то многие вообще не знают для чего. Ну, смотрите, она прям как звезда. Как звезда закопалась. Ну, это вообще, конечно, супер-мега необычный формат. Такое только... Ну, и вон, видите, мужичок. Я говорю, сейчас будет здесь аэробика, акробатика. Ну и чем ближе вечер, тем больше будет выходить людей. Днем они все прячутся, а под вечер они, соответственно, ну, местные все выходят. То есть если днем только одни туристы здесь, по сути, загорают, вечером и утром здесь отдыхают как раз местные. Где-то в 5-6 утра, если сюда прийти, здесь будет полностью пляж именно во вьетнамцах. Да, ребят, не знаю, с чем это связано, но вьетнамцы любят вот так вот закапываться в песок. Просто посмотрите, с ног до головы в кепках лежат. И девчонки здесь тоже закапываются, тоже вьетнамки. Смотрите, какие красивые вьетнамки здесь закопались. Говорят, типа тепло так. Офигеть. Я, слушайте, думал, это какой-то миф. Я видел в Инстаграме, что вдоль пляжа всего вьетнамцы роют себе вот какие-то такие норы и в них закапываются. Вот реально, по факту, прям вдоль пляжа идешь, много-много вьетнамцев так и лежат. Короче, здесь, да, необычные какие-то традиции, необычные какие-то манеры у них, я не знаю. Короче, здесь, где-то там тоже сзади они. Вон тоже роет мужик. Смотрите, он тоже роет, прям, видите, они взрываются. Кто в курсе, проясните, я в выпусках расскажу тогда про это. Так, ну здесь он тоже мужичок закапывается. Смотрите, вот так вот это все выглядит, процесс. И это сейчас, говорю, повсеместно начнется. Это только 4 часа, часов 5, там вот это максимум, наверное, будет там в 5:30. Вот здесь вдоль всего пляжа они прям повально вот так вот закапываются. Вьетнамцы очень суеверны, они избегают цифр 4 и 13. А если вьетнамский ребенок часто болеет, то ему могут в детстве поменять имя. Считается, что имя ребенку не подошло. Кстати, традиционная вьетнамская шляпа, которая называется Nón La, появилась в качестве защиты не только от палящего солнца в поле, но и от падающих с деревьев кокосов, а также падающих змей в джунглях. Упав на такую шляпу, змея или кокос просто по касательной отскочит в сторону. Итак, друзья, ну а сейчас давайте покажу, как проходит вечерняя и ночная жизнь в Нячанге. Это, конечно, не Таиланд, это, конечно, там, я не знаю, не Паттайя и не Патонг даже на Пхукете, не Банглор-Роуд и так далее. Но все-таки есть какие-то места, где можно зажечь. Одно из самых движущих мест, наверное, в Нячанге — это Sailing Club. Вот здесь по вечерам такая движуха. В какой-то день она помощнее, сегодня такая средненькая.
Вот, то есть, опять же, это формат присесть за столик, музычка, диджей что-то играет. Вот, вчера была мощнее движуха. Я давайте сейчас вставочку сделаю, как было здесь вчера. Это было на выходных. Вот, там фаер-шоу пошли, кстати, смотрите. Можно прям вот и фаер-шоу посмотреть, и за барной стоечкой посидеть, и в целом поплясать, потанцевать. Такая вот атмосфера здесь на пляже. Let's go. Ну, наверное, Sailing Club самый веселый формат. Здесь, опять же, каждый день практически вот такая движуха происходит. В какой-то день посильнее, в какой-то послабее. Плюс раньше здесь был клуб «Зима». Его закрыли еще во времена пандемии. Сейчас его переименовали. Точнее, там ребрендинг, и другой клуб появился, там Paradise. Сегодня в выпуске, надеюсь, в него тоже заглянем. Плюс еще популярный сейчас у русских Необар. Я такого даже и не знал до этого. Раньше такого клуба не было. Но главное, что не стоит ожидать от Вьетнама такой же движухи, как в Таиланде. Здесь такого нет. Вообще Вьетнам засыпает в 10 часов вечера, чтобы вы понимали. Работают только супер туристические какие-то локации, крупные кафешки и так далее. Да, кстати, надо сказать, что многие выходят вообще, в принципе, на пляж, расстилают полотенчики, там, коврики, сидят в магазине. Можно пойти купить 24/7 свежевыжатое что-то крепкое. Здесь, в отличие от Таиланда, нет запрета там на продажу ночью или как в России и так далее. 24/7. Вот многие выходят, просто пошли, что-то взяли, веселительное, горячительное. Вон, присели, компашки. О, местные тут зажигают уже. О, так, ну-ка, ну-ка. Ай! Ой! Ой, давай, ой, hello, опа, yeah, say, лала, ой, лала, ой, Yo, yo. yeah. Hai ba, yo, hai ba, yo, hai ba, oh. Oh, come on, okay. Окей, бай-бай. Вот, так что и местные сидят здесь, вот у них постоянно вот эти тосты. Что-то ой, вот это постоянно. У них, короче, чокаются, они очень эффектно и громко. Итак, друзья, сейчас мы давайте с вами поднимемся на крышу, на самую высокую точку, откуда открывается невероятный вид на ночной Нячанг. Там находится клуб, который называется Skylight. Вход туда стоит 200 тысяч донгов, это $8. Вот, но сейчас проверим, что там будет. В общем, поднимаемся на лифте, я оплатил уже. Вот, идем и поднимаемся на самый верх. Это самая такая красивая, наверное, атмосферная дискотека. Итак, друзья, ну что, мы с вами на 40 каком-то этаже, по-моему, 42-й этаж. Отсюда открывается невероятный вид на весь ночной Нячанг. Плюс, кстати, вход, я бы сказал, 200 тысяч донгов. Сюда включен еще и напиток. Сейчас пойдем с вами его возьмем. Но главное, это что здесь открывается невероятнейший вид на весь ночной Нячанг на 360 градусов. Там происходит уже дискотека где-то внизу. Там, соответственно, будет тяжело записывать. Ну вот, офигеть, какие виды. Там внизу у нас с вами море, там внизу машинки ездят. Такая невероятная ночная панорама всего Нячанга. Очень красивый вид.
Очень круто, атмосферно. Вот, насчет дискотеки не знаю, сейчас проверим, сколько там будет людей. Пойдемте. Я вам скажу, атмосфера, огонь, неплохо, но 99% это все местные, китайцы, азиаты, русских, европейцев вообще практически нет. Атмосфера, кстати, классная, виды классные, супер, мне нравится. Но, блин, наших вообще никого нет, европейцев вообще никого нет. Ты танцуешь здесь, по сути, только с азиатами. Да, видите, как все в декорациях, все красиво украшено. Стильное место, атмосфера, огонь! Погнали! Да, слушайте, ребята, место очень неплохое, движуха, классно, китайцы, вьетнамцы, там, не знаю, местные, все отрываются, там внизу танцпол, супер атмосфера. Ну, блин, европейцев вообще не понимаю, почему нет. Вообще европейцев нет. Классное место, классные виды, всякие фотолокации, ты подходишь, фотографируешься. Здесь у нас с вами выглядываем виды на ночной Нячанг. Просто красота. Слушайте, я в восторге. Мне место очень прям нравится. Так что, если вам атмосфера такая зашла, заходите сюда. Вот, ну, опять же, ни Паттайя, ни Пхукета, ни Таиланд. Одним словом, не Таиланд. Вот, но развлечься, разумеется, можно очень круто и в Нячанге. Так что ночная жизнь все-таки здесь тоже существует. Так, друзья, ну а сейчас давайте с вами заглянем в клуб, который называется Paradise. Это бывшая Зима, бывший Z-клуб, который закрылся, и теперь там другое заведение. Посмотрим, как это все происходит. Но чтобы вы понимали, опять же, это не Таиланд, это не куча людей, не безудержное веселье. Формат во Вьетнаме обычно заведение такое, что ты просто сидишь за столиком и просто что-то попиваешь. Тебя заставляют заказать там пиво, заказать набор какого-то алкоголя и так далее. Ну давайте заглянем, в общем, посмотрим, какая там атмосфера внутри.
такой движухи, в общем, как в Таиланде, во Вьетнаме, к сожалению, нет. Но в Нячанге вы не заскучаете, сходите в один клуб, там, в другой, в третий. Места здесь есть, барчики всякие различные есть, поэтому заскучать не заскучаете. Но не ожидайте здесь движухи такой, которая есть в Таиланде. В Таиланде, конечно, движуха ночная номер один вообще в мире. По мировым меркам я скажу, наверное, в Таиланде самая лучшая ночная жизнь. А мне кажется, на пляже движуха-то не хуже у местных, чем в клубах. Здесь движуха. Будь здоров, смотрите, зажигают. Смотрите, здесь и колонки играют, и там компания сидит, и здесь, и там. Вокруг, короче, куча различных компаний. Оба! Оба! Оп, пошла жара, короче, слушайте, местная движуха вообще огонь. Супер. Оп, hello. Оп. Веселее, чем в клубе, я скажу так, вообще огонь. Супер. Okay. Супер. Thank you. Come on. В общем, здесь у них, видите, свой формат такой, они кружками собираются. Здесь, вокруг их просто много пятачков, это чтобы вы понимали. О, еще здесь! О, супер! Оба! Камон! О! Супер! Наливают от души! Так, ну а так выглядит улица вечером, примерно 9 часов 10 вечера, но хочу сказать, что буквально через несколько минут все практически закроется. Ровно в 10:00 закрываются большинство магазинов, кафешек и так далее. Остаются работать чисто туристические крупные какие-то кафешки. Да уже вон там магазины закрыты, видите, закрыто. Скоро и вот это все позакрывается, и даже массажные салоны закроются. То есть здесь вьетнамцы живут до 10 часов вечера. Наступает 10 часов вечера, они спать и просыпаются очень рано. В 5 часов они уже тусят на пляже, зарядки и прочее. Вот, поэтому здесь не как в Таиланде. В Таиланде это оживает вся ночная жизнь только где-то в 11-12, и здесь такого нет. Да, ну а вообще много различных буфетов, различных кафешек, стильных, разных, на каждый вкус. Можно и на пластиковых стульчиках посидеть со столиками, можно вот каких-то таких крутых заведениях, причем это будет все стоить недорого. Чтобы понимали, вот здесь, смотрите, у меня плавают под ногами карпы-кои, здесь все так красиво организовано. И, собственно, цена буфета с морепродуктами 250 тысяч донгов. То есть это примерно $11. Чтобы представляли, посидеть в таком красивом заведении с безлимитными морепродуктами. Ну, понятно, что там будут такие не самые большие креветки, не самые там большие крабы и так далее. Но все равно $11, вот, чтобы понимали, на первой береговой линии. Так что таких заведений хватает. Да, ну а практически в самом центре, напротив Лотоса, находится ночной рынок. Давайте на него сейчас заглянем. Он больше все-таки туристический. Вот, и давайте немножко площадь вам покажу, как вечером она выглядит. Мы с вами днем здесь были, Лотос подсвечивается, все красиво. Вечером здесь много народу выходит, запускает всяких летучих змеев, или как это называется, когда вот парят такие штуки. В общем, такая атмосфера. Здесь иногда бывают концерты какие-то проходят, а рынок находится на той стороне. Давайте перейдем и посмотрим, что же здесь за рынок. Это главный, наверное, туристический ночной рынок. Так, ну что, давайте заходим, смотрим, что же на ночных рынках во Вьетнаме, в Нячанге. Опять же, я был на Фукуоке на ночных рынках. Здесь немножко отличается формат, он больше, знаете, для туристов. То есть для покупки сувениров, всякие шмотки. Из еды здесь практически ничего нет, ну какие там сухофрукты и так далее. Здесь больше сувенирки всякой. Всякие шлепки, шмотки, футболки, сумочки,
шляпки и прочее, что футболки, бижутерия какая-то. Ну, в общем, больше здесь он такой сувенирный рынок. Вот, если в отличие там от Таиланда, в Таиланде здесь ты приезжаешь, там у тебя там и еда, и прочее. Здесь, в общем, из еды совсем практически ничего. Вот только сухофрукты какие-то можно здесь, сушеные манго, вот такого формата, плюс всякие вон игрушки, но больше он сувенирный. Здесь, к сожалению, в Нячанге нет какого-то ночного рынка, который там изобиловал бы едой. То есть мы привыкли там в Таиланд, если ты приезжаешь, то ночной рынок, это означает, что будет куча еды. Здесь будет, во Вьетнаме будет куча шмоток. Вот, ну, вот всякие орешки тоже здесь можно взять, футболки, сувениры, магнитики. Ну, как вам настоящий... А, кстати, если не знали, почему вьетнамская шапочка выглядит таким образом, она, во-первых, от солнца сохраняет, а во-вторых, если упадет змея с дерева, она скатится с нее. Это еще защита от змей, чтобы вы понимали. Вот. Ну и в поле, разумеется, под палящим солнцем самое то гулять. Не, прикольная шляпа. Там, собственно, этот рынок, не знаю, там метров 300-400 максимум. Ну, в основном это все шмотки, шмотки, шмотки. Разумеется, нужно торговаться. Если вы не будете торговаться, то вы купите здесь все втридорого, в отличие там от магазинов. Дешевле будет в магазине, если вы не будете торговаться. Поэтому здесь обязательно все скидывать раза в 2, минимум в 2 раза. Вот, а лучше и в 3 скидывайте, пробуйте, потому что вот здесь куча всяких кроксов, оригинальные вьетнамские кроксы. Здесь, смотрите, сколько людей прям за кроксами стоит. Здесь всякие сувениры, тарелочки. Мы с вами разыгрывали что-то на стримах. Вот, опять же, участвуйте и заходите на стримы. Сувениры как раз я здесь на рынке тоже покупал. Торгуйтесь, я скидывал в 2 раза. А то нужно, наверное, и в 3 раза скидывать. Вот, шлепки. Я покупал вот ровно такие же шлепки. Я покупал в Таиланде. Здесь они стоят в 3 раза дешевле, чем в Таиланде. В 3 раза дешевле, чем в Таиланде. А в Таиланде я еще и торговался. Например, он джекфруты здесь 65, манго 60, в то время как если вы отойдете вон туда чуть-чуть, просто 100 метров, там будет это стоить в 3 раза дешевле. Вот здесь одни китайцы, судя по всему, избаловали, здесь все просто втридорого. Так, ну а тут на площади, рядом с основным шоссе, проходит концерт. И смотрите, как они на байках слушают и смотрят этот концерт. Прямо все останавливаются, на байках стоят. И здесь концерт. Так, чтобы вы понимали, выглядит улицы Нячанга в 12 часов ночи. Все закрыто. Все. Здесь днем движуха, кафешки, все, ничего. Только массаж можно сходить. Привет. Все остальное, все закрыто. То есть, ребята, это еще раз не Таиланд, ни Пхукет, ни Паттайя. Вообще, в принципе, даже, я не знаю, даже на Паттонге, на Пангане, извините меня, в 12 часов ночи будет все открыто. Здесь все закрыто. Вот пара кафешек, каких-то пара... это вон подъезжает ко мне рикша. Рикша очень крутая. Спасибо. Не надо, спасибо. Вот, все, вот это единственная движуха и дискотека на улице. Все, остальное все позакрыто. Ням-ням-бум-бум, вот что предлагают. Ням-ням-бум-бум открыто. Вот, еще и дунуть еще предлагают. Все, вот это развлечение на вечер после 12 часов ночи. Да, чтобы вы понимали, во Вьетнаме вот эти все таксисты, они предлагают и дунуть, и ням-ням, и бум-бум, и вот это все, то, что есть в Таиланде. Вот, но какого качества и так далее, все это, я даже не знаю, я не проверял. Кто проверял ням-ням, бум-бум, Марья Ивановна, напишите в комментариях, какого качества это все во Вьетнаме. Одно из немногих мест, которое работает там даже после 12, это вот то, где мы с вами сидели днем, где мы с вами обедали. И здесь вот единственная кафешечка. Там еще Москва дальше есть, тоже, наверное, работает. Вот, но здесь можно прийти, морепродуктов заказать. Ну, все это, вот дальше, все, я вам показываю улицу, все наглухо, мертвое, все закрыто. В 10 часов большинство из всего этого закрывается. Просто, ребята, еще раз, не Таиланд. Ну, вот есть места, где можно все-таки присесть и поесть хотя бы. А главная фишка Нячанга — это вот такие светящиеся велосипеды,
которые вас прокатят ну, вокруг набережной, грубо говоря, и по центральным районам. Но, имейте в виду, они разводят. Да, ну а в чем, собственно, особенность заключается в том, что он там называет, вы договариваетесь об одной цене, а потом по факту вы приезжаете, он говорит, это за одного человека, или там за 1 километр, или еще какие-то. Начинаются, короче, разводы. Будьте с ними аккуратны, будьте бдительны, сразу уточняйте финальную стоимость. В общем, с ними я наслышан много. Меня не разводили, но как бы наслышан истории. Будьте аккуратны. Да, кстати, информация по поводу воровства. Все-таки это подтвержденный факт. Уже не от первых туристов. Вон сейчас девчонки там вперед ушли, рассказали, что их обворовали. Ну, не их, а их подруг на пляже. Вот только что прям обворовали. Пошли покупаться, оставили вещи, возвращаются, телефона нет, денег нет, кошелька нет, ничего нет. Короче, будьте бдительны. Уже не первый раз эту всю информацию слышу. Кто-то говорит, ой, не парьтесь, все нормально. Но звоночки постоянно слышу и из первых уст у тех, с кем что-то произошло. Поэтому реально не оставляйте вещи во Вьетнаме вот так вот просто полежать. То есть не Таиланд. В Таиланде ты можешь оставить реально сумочку, пойти покупаться и вернуться. Здесь они, судя по всему, думают, что вечерком, наверное, уже поддатые, никто не контролирует. Ну, наверное, были поддатые. Вот, поэтому реально таскают вещи, поэтому будьте бдительны, и я вас предупредил. Вот моя задача вас всегда предупредить, чтобы вы были вооружены. Итак, друзья, но у вас, наверное, вопрос, как передвигаться по Нячангу. Есть несколько вариантов. Возможность, конечно, такси брать, взять мотобайк. Ну, а также есть возможность вот ездить на таких маршрутках, красные маршрутки. Они самые дешевые, они называются Хебут. Можно скачать, кстати, приложение вот это Хебут. И там будут маршруты с картами, где куда они едут. И плюс еще есть второй автобус, который называется Винбас, зеленый. Они ходят вдоль всей набережной до Винперла и до конца до туда. Собственно, ну вот два общественных транспорта. А так все передвигаются, сами видите, на мотобайках, ну либо такси. Кстати, такси здесь есть Максим и Граб. Два варианта такси. Так, ну вот, собственно, едет Винбас зеленый, красный я вам в самом начале показывал. Это такой большой, самый дорогой. Ну, в общем, перемещение на общественном транспорте в разы, конечно, отличается от Пхукета, в котором ты там дешево не переедешь никуда, а здесь всего за 30 центов ты можешь уехать, там, я не знаю, весь Нячанг проехать, а за $1,5 уехать на 35 километров от Нячанга. Ну, а поездка выглядит таким образом. Собственно, 8000 донгов это стоит. То есть это меньше, сколько там, 30 центов. Это даже где-то 20 центов. Такой мини-автобус. И, собственно, с кондиционером, с комфортом можно проехать. Здесь, кстати, вообще практически никого нету. Я практически один еду. Вот, но главное, качайте приложение и смотрите, где остановки. Он ходит не вдоль набережной. Вот это главная проблема, потому что найти остановки вот эти и понять, куда он поедет и когда приедет. Вот, но главное, что есть приложение у этого автобуса. Приложение называется Фута. Я ссылочку в описании на него оставлю. И вот они маршруты, его остановки, как он едет. Все здесь нарисовано. Да, я практически VIP себе автобус снял, вообще никого нету. Ребята, как вам такое вообще? С кондиционером едешь за 8 донгов, просто за 10 копеек шикуешь. Это бизнес-класс просто отдыхает. Как вам такой комфорт? Ну, это мне так повезло. Я думаю, что здесь не всегда так. Итак, друзья, ну а сейчас я приехал на северные пляжи Нячанга. Здесь обычно любят жить, кто приезжает на долгосрок. Здесь нет такого количества отелей. Здесь нет пакетных обычно туристов. Хотя тоже, наверное, все-таки какие-то отели и есть. Здесь больше всего вот апартаментов каких-то снимают. И поэтому здесь пляж выглядит вот таким образом. Здесь лежаков гораздо меньше. Смотрим влево, вообще ничего нет.
но северную часть считают какую-то более спокойной, что ли, что здесь меньше волн. Вот, то есть если в центральном Нячанге могут быть волны, то здесь обычно более спокойное море. Ну, здесь видно, да, что такой штиль, но, честно говоря, по красоте, конечно, ну, такое какой-то, здесь вообще лужа какая-то мелкая, честно говоря. Вот, ну и опять же, все это находится среди небоскребов, но здесь их, наверное, все-таки поменьше. А плюс ко всему прочему видно, что намыло всякие водоросли, пакеты иногда, конечно, во Вьетнаме прибивает к берегу. Ну, не знаю. Вот, опять же, на вкус и цвет фломастеры все разные. Кто-то мне вот советовал: Серега, съезди на северные пляжи Нячанга. Типа там спокойное море, красиво и так далее. Ну, да, ну опять же, может быть, такой формат отдыха больше подойдет для семей с детьми. Вот с детишками здесь много, я вижу, купаются там. Собственно, здесь, ну, мельче, чем в центральной части Нячанга, волн поменьше, наверное, из-за этого здесь как раз с детьми больше и отдыхают. Ну а мы с вами сейчас, я думаю, пойдем с вами в сад камней, по-моему, он так называется, вон в той части прям рукой подать. Собственно, здесь можно совместить и приехать на этот пляж, плюс можно сходить в сад камней. Сейчас мы туда прогуляемся, одна из таких, ну, фишек Нячанга. Такой зона, парковая зона, где можно прогуляться и поделать фотографии красивые. Сейчас туда как раз и сходим. Так, ну а сейчас мы с вами давайте сходим в сад камней, который находится на заднем фоне. У меня называется он Хон Чонг. И, кстати, приближаемся сюда практически как на Мальдивах виды. Фу, на Мальдивах, на Сейшелах, ребята, валуны, камни. И здесь прозрачная водичка, но вместо, к сожалению, кораллов, это вот эти черные вкрапления, это все водоросли. Вот, так бы было реально очень похоже на какие-нибудь там Мальдивы, Сейшелы и так далее. Ну все, мы сейчас поднимаемся наверх и посмотрим, как все выглядит там. Вот, последний взгляд на северный пляж и пойдемте дальше изучать. Так, ну все, заходим с вами в сад камней. Называется он Хон Чонг. Его легко запомнить, потому что в Таиланде Хон Тонг, а здесь Хон Чонг. Стоимость входа 30 тысяч донгов. Ну, короче, чуть больше, чем $1. Я уже заплатил, здесь контроль был. Вот, все, проходим. И здесь начинается зона с кучей различных фото локаций. И главное, фотолокация, это как раз вот там, вот вдалеке. Сейчас у нас откроется камень. Здесь вон всякие ступеньки, всякие заборчики красивые, зеленушка, все красиво организовано. Смотрите, красивый сад. Вот. И главная фишка — это вот там вот стоящий наверху камень. Сейчас туда и прогуляемся. Вот. Ну и плюс отсюда открываются красивые виды на северную часть Нячанга. Да, кстати, здесь очень прям много китайцев. Прям одни китайцы. Я больше вообще никого не вижу. Одни китайцы. Ну, я, знаете, допускаю, почему здесь одни китайцы. Потому что они без группы боятся сделать какой-либо шаг. Вот, это пешая доступность, ребята. Это можно пешком просто самому прийти сюда, а их сюда привозят на автобусах. Им нужно же обязательно, чтобы была группа, чтобы было куча вот так вот людей. Вот это мы сами везде стараемся добраться, доехать, пробраться, зайти. Вот, а им нужна группа, их нужна толпа, чтобы их было много. Да, конечно, у них здесь куча различных фотосессий. Так, ну мы с вами давайте пройдем и проберемся на самый верх к тому камню. Здесь же задача основная — это камень. Оп, оп. Пробираемся здесь. Прыг. Так, пробираемся здесь сквозь камни. Конечно, их сейчас придется обходить. Они здесь будут супер-мега много позировать. Так, давайте пройдем тоже сюда. Ну что, друзья, ну практически Семиланские острова, помните, там скала Парус, вот практически так же и здесь. Камень такой сверху. Сейчас поднимемся на самый верх, вон там красивые суперфоточки получаются. И все. Ну, конечно, это какие Семиланы, ребят? До Семилан, конечно, далеко очень. Да, ну все, вот и наверху красота неимоверная. Ребята, реально, это демо-версия Семилан. Если вам нравятся такие виды, однозначно на Семиланы надо ехать, потому что там это все в огромном масштабе. Вот, кстати, чувак там под камнем лежит, не страшно ему там лежать, он вдруг обвалится. Вот, ну и целая толпа, конечно, здесь прям китайцы, одни китайцы, вообще никого нет.
нету. Где все наши? Ребят, сейчас я покажу, надеюсь, покажу в выпуске, и вы сюда придете сами пешком, своим пешком, не экскурсией какой-то, а своим пешком, а то здесь китайцы вообще проходу не дают, ребята. Так, ну здесь что-то прям ветрено, здесь прям ветерок, о, прям сдувает, задувает, будь здоров. Короче, вот такие здесь пейзажи в саду камней. В принципе, ну, заглянуть на полчасика, окей. Как бы сойдет, тем более, ну, особо куда-то там ехать и далеко вообще не надо. Так, ну а сейчас давайте посмотрим историческую достопримечательность, которая находится в самом Нячанге. Это Чамские башни. Они построены аж в 7 веке и сохранились до нашего времени. Здесь их было вообще больше 10 штук, но сохранилось всего 4. Мы с вами сейчас прям перед самым входом. Вход, кстати, стоит 30 тысяч донгов, ну, то есть плюс-минус примерно $1. Период строительства этих башен считается 7-12 век. Здесь было отдельное государство Чамы, был такой народ. Вот, позже, соответственно, это все стало Вьетнамом, и на этой территории сохранился вот такой храмовый комплекс. Да, ну сохранилось всего 4 башни. Я, честно говоря, думал, что это разбросано по всему парку. Оказывается, 4 башни. Это и есть то, что вот стоит здесь. 1, 2, 3, 4. Это все башни, которые сохранились. Да, ну, вообще их должно быть больше 10, но они уже давно разрушены. Ну и эти, мало того, новодел, вот это видно прям, ну, совсем новое сделали. Это чуть-чуть новое, вон что-то старенькое осталось. А вот это, судя по всему, оригинал. Вот он, судя по всему, оригинал. И здесь, опять же, все удивляются, насколько плотная кладка. Это, знаете, как это, в Египте мы были возле пирамид, что типа не просунешь лист бумаги, что не просунешь волос даже. Здесь тоже написано, что ученые удивляются, как можно так плотно было укладывать кирпичи, кирпичик к кирпичику, что туда не просунешь лист бумаги. Ну, давайте проверим. Ну, на самом деле, вроде как бы плотно, но с другой стороны, здесь же видно, что залеплено. Здесь чем-то прошлись, чтобы реально лист бумаги не просунуть. Там-то понятно, что такой слой уже за эти много-много веков. Понятно, что сюда лист точно просунешь. Сюда, мне кажется, и палец можно было бы просунуть, вон, если бы не заделали. Так, ну а войти, оказывается, можно во все 4 башни, но нужно соблюдать дресс-код. Я, соответственно, в борт-шортах был, мне выдали вот такой саронг. Его можно получить вот там в углу, бесплатно он получается. Ну давайте сами заглянем в самую большую башню. Что же там внутри такое? Ну-ка, видите, нужно обязательно разуваться, обязательно дресс-код ниже коленей, чтобы покрывало тебя все, и плечи были закрыты. Ну и пойдемте посмотрим. Да, получается, это индуистские храмы. Я, честно говоря, вот устал читать сайты, один другому противоречит. То построено во 2 веке, то построено в 8 веке, то в 7 веке, то это буддийский храм, то это индуистский. Но в итоге выяснилось, что это все-таки индуистские храмы, потому что главный храм посвящен Шиве, другой там Ганеше и так далее. В общем, это не буддийские храмы. Многие вообще путают индуизм и буддизм. О, и здесь начинается, смотрите, у нас представление. Вот это да. Смотрите, какая движуха прям в прямом эфире.
что ж, пишите, как вам первый выпуск из Вьетнама, как вам первый выпуск про Нячанг. Дальше мы с вами переедем, говорю еще раз, в Дананг, поедем на экскурсию в Далат, поедем с вами на Винперл, поэтому обязательно подписывайтесь, если не подписаны. Да, друзья, ну и не забывайте поддерживать выпуск пальчиками вверх, не забывайте писать комментарии и не забывайте отправлять донаты по ссылочке вот здесь, по ссылочке в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает, спасибо всем, кто поддерживает на стримах. Вот, не забывайте заходить по субботам на стримы. Каждый вечер в субботу у нас с вами прямые трансляции. Я делюсь впечатлениями от отдыха в различных странах. Ну и еще раз большое спасибо всем, кто поддержал этот выпуск. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем чао, всем пока. Блок путешественник, сердце стучит.